Чингис Гасанович, в течение своей писательской жизни, деятельности вы выпустили очень много работ, но бывает так, что со временем взгляды изменяются, какая-то точка зрения. Вот глядя на свои работы прошлые, вы можете что-то сказать, вероятно, что-то вы бы сделали иначе или изменили? Вы знаете, я бы ничего не изменил, потому что складывалось действительно так. То, что я писал на азербайджанском языке, я считаю, что это было очень слабо. Я только начинал. То есть у меня не то, что с самого начала, вот так сказать, я понял. Я где-то вот к первому роману «Магомед Мамед Мамиш» начал постигать, что такое вообще подлинная литература. До этого я как, пишут все, я тоже пишу, могу писать. То есть не было такого озарения, открытия, вот такого прозрения. Потому что если ты хочешь написать художественную... И вот тогда у меня родилось, что надо сначала писать для себя. Когда ты пишешь для себя, то ты не станешь, причем истинно писать, искренне писать для себя. Ты не станешь себя, сам себя обманывать, или самому себе лгать, или самому себе, так сказать, писать как бы не то, что, значит, а вот кого-то имея в виду наверху, внизу, сбоку и так далее. То есть вот это я понял. Это не означает, что писать для себя, это значит действительно. Тут метафорически надо это понимать. Вообще многие вещи надо прямому, что значит для себя пишешь? Ну и сиди, пиши для себя, зачем? Тут надо вот понимать широко этот термин. И, к большому сожалению, если бы литература создавалась бы таким образом, а она, видимо, классическая литература создавалась таким образом, сегодня очень много любопытных произведений появляется, но у меня такое впечатление, что утрачено некое чувство меры и утрачено чувство качества, потому что можно нагромоздить и то, и другое, и третье. И сейчас стало увлечение объемностью, объемные какие-то вещи пишут, но туда впихивают все. То есть нет проблемы сюжета, характера, конфликта. Так что жизнь действительно интересна, раз мы размышляем, анализ или рассмотрение, или отражение этой жизни средствами пера доставляет удовольствие пока, значит, все хорошо. Вы просто предвосхитили мой вопрос. Я как раз хотела спросить, способно ли нынешнее время породить таких же великих писателей, как в свое время было? Вот часто можно встретить точку зрения. Мы не сможем эту проблему решить, потому что каждое время рождает, но вот потом происходят непонятные, к сожалению, это нам не дано знать, и очень к счастью, что нам не дано это знать, потому что так же, как к счастью, что каждый не знает, когда он уйдет из этого света. Это великое счастье. Может быть то, что... конечно, таких кардинальных вещей не будет, но рождаются какие-то литераторы. Может быть, это время войдет как время непонятных исканий для того, чтобы пройти через это, и вдруг появится какая-то, так сказать, вещь, которая... Понимаете, например, «Мертвые души» в любое время читаешь как великую литературу. То есть, я не знаю, как там читали, но это действительно, так сказать, великая литература. И ничего тут не поделаешь. Может быть, я не сомневаюсь, чтобы что-то, могут родятся какие-то произведения. Во всяком случае, нам это не дано знать, к счастью. Чингис Гасанович, а как вы думаете, каких писателей, в частности, на Южном Кавказе, в Азербайджане, будут вспоминать потомки в свое время? Кого вы считаете выдающимися фигурами? Вы знаете, это такой сложный вопрос. Я могу назвать, допустим, я думаю, из азербайджанских писателей я бы назвал за гениальные свои сюжеты. Например, Мамед Кулизаде такой есть, у нас прозаик, рассказчик, начала века. Или Ахундов, как личность, так сказать, они действительно. Что касается поэзии, очень много поэтических произведений останется, потому что действительно там пьется вот эта
бьются эмоции, жизнь, философия, все как бы воплощено и в каком-то таком сплаве. Что касается, вот, допустим, ну, грузинской литературы, я могу сказать какие-то имена, допустим, ну, несомненно, останется Чабу Америджиби, как великий, он еще жив, кстати, ему 91 год, по-моему, или там вот Атар Челадзе, исторический романист. Но их надо немножко раскрутить, потому что в советские годы через русский язык уже само наличие их на русском языке была раскрутка. А когда нет раскрутки через какой-то язык-посредник, причем большой язык-посредник, распространенный в мире, то и пиара не будет. Нужен пиар, видимо. Нужен пиар, видимо, так сказать. И каким-то образом какие-то способы для того, чтобы это... Кто будет, значит... Вот я даже боюсь, что вот я... Ну, у меня был случай такой недавно, я все-таки расскажу, это хорошо вам будет. Я сидел после голосования, ждал жену, мы в разных местах голосуем, на Киевском вокзале Кольцевой. И сидел, значит, передо мной, там же мозаики, много мозаичных вещей, сидел молодой русский парень. Мы с ним, я говорю, что... Я сказал, простите, кто там изображен напротив нас? Он посмотрел, говорит, вы знаете, я не узнаю никого. Я говорю, ну я вам скажу, это Шевченко, это Чернышевский стоит рядом с ним, сидит Добролюбов, сидит Некрасов, а на стене висит портрет Белинского. Ну, я вспомнил, что... А там в дальнем углу, я говорю, а скажите, а кто это такой с усами стоит, держит меч в руке? Кто это? Он так посмотрел, говорит, Наполеон. Я говорю, ну, Наполеон с мечом, никогда я не видел Наполеона. Он говорит, да, я прочитал «Полтавская битва». Издали он сумел прочитать там золотыми буквами. Я говорю, вот хорошо, а кто с кем воевал? Кто с кем воевал? Вот кто это такой человек держит? Он говорит, да, с французами. Я говорю, ну, в чем-то французы, Полтавская битва, что они пришли? Нет, я говорю, не французы. Я говорю, даже есть русская поговорка, погиб как под Полтавой. Он говорит, извините, я, говорит, не знаю. Я сказал, это Петр Первый. А это Полтавская битва со шведами. То есть, понимаете, ну, при таком уровне говорить о том, что, так сказать... А потом я подумал, а может быть, черт его знает, а может быть, можно же прожить, не знаю, кто такой Петр Первый. Ну, я говорю, в России, ну, можно, так сказать, тоже. Ну, правда, потом подумал, что нет, в России все-таки, там где-нибудь в Нигерии можно прожить, не знаю, кто такой Петр, но в России все-таки надо бы это знать, кто он и что он. Чингис Гасанович, а вы можете что-то сказать насчет современной иранской литературы? Вот если смотреть, да, киноискусство, оно сейчас переживает период Ренессанса. Вот буквально недавно Оскар дали. Но вот этот Ренессанс будет переживаться иранцами, так я предполагаю, вне Ирана. В пределах Ирана никакого такого, так сказать, прорыва в искусстве, потому что искусство связано с раскрепощением личности, с личностью, мир личности, вот первично в литературе, а не мир толпы, не мир вождей и так далее. Поэтому, конечно, будет, это же, но вне пределов. Это будет иранская литература, но вне пределов Ирана, иранской культуры. Я убежден, они там очень много умнейших, так сказать, тем более такая основа у них. Такая великая основа, традиции такие колоссальнейшие. Я знаком с одним иранцем, очень талантливым парнем. Он в МГУ защищал диссертацию. Значит, он вообще переводит русскую поэзию. Он Есенина перевел, а на Есенине защищал диссертацию. И пипец, иранец. И он, конечно же, он сам тоже, наверное, пишет. Он бы мог